Итак, вторая часть нашего путешествия в Торунь. По ссылке можете посмотреть первую часть. Развитие Торуня было связано с тевтонскими рыцарями, построившими тут свои замки. На протяжении веков здесь переплелись польская и немецкая культура, католическая и протестантская религии. Это повлияло на историю, культуру и прекрасные памятники города. Рядом с мостовыми воротами находится здание старинного зернохранилища, которое сейчас превратили в отель. Все тільки що на карті було відок з готелю Шпіц. Я так прочитав, що там номера туди на річку. Та воно є в начале 20 века, бар был превращен в казарму. Казарма? Это казарма? Вы находитесь напротив шведского амбара с 719 года. Видите эти окошки? В них выставлялся товар на продажу. Потом здесь располагались казармы. А сейчас здесь гостиница с видом на старый город и Вислу. А вот остатки старого моста. Бульвары Вислы, расположенные между комплексом старого города и рекой Висла, тянутся вдоль средневековых городских стен. Это популярная набережная в Торуне, где проводятся Торуньские дни. Свое название он получил в 1977 году в честь сотрудничества польского города и Филадельфии. Летом отсюда отходят корабли. Здесь снимались первые сцены популярного фильма Марака Пивовски «Круиз». Более того, 3 мая 1982 года здесь произошла самая крупная антикоммунистическая демонстрация в Польше. Мы сейчас находимся на мосту на реке Висла. Вот такой ветер. Прическа. Отлично. Что, вы замерзли? Я ні. Настя, ты? Ну кебаби на сахі. Вы уже готовы? Торунь – это бывшая крепость. В средневековых стенах находилось 12 ворот, более 60 башен и 2 барбакана. Местные форты – лучшее доказательство бурного прошлого Торуня и его значительного военного значения. В XIX веке началось обновление Торуня, благодаря пожертвованиям после франко-прусской войны. Восстановительные работы поражают своим размахом. Прусские планировщики и стратеги в течение следующих 100 лет построили более 200 объектов – фортов, казарм, башен, арсеналов, кирпичных рвов, мест для тяжелых артиллерийских орудий и казематов.
Ruiny zamku Kryżackiego. Тевтонский замок. В XIII веке на польские земли в районе нынешнего Торуня без конца нападали прусы. Тогдашний польский князь попросил помощи у тевтонцев. Крестоносцев недолго пришлось уговаривать. Рыцари явились быстро. И даже замок себе на берегу Вислы выстроили. Вокруг крепости тут же выросло поселение, которое получило название Торн. Таким образом, Торунский замок крестоносцев – первый замок ордена на территории Польши. Он имел уникальную форму подковы. Сегодня от Тевтонского замка сохранилась только башня-туалет. В XV веке горожане решили, что им не нужна опека Тевтонского ордена. Изгнали крестоносцев и разобрали замок. Закрыто. Почему? Для дорослых и трое детей 25 злотых. Родинный. А закрыто почему? И закрыто. Закрыто. Сейчас для осмотра доступны замковые помещения, подвалы и оборонительная башня, восстановлены оружейная палата и кухня, спальня общежития крестоносцев, библиотека. А башня-туалет так и стоит нетронутой, прямо рядом с мельницей, переделанной в отель. Изумительное место – отель 1231. Он расположен в руинах Тевтонского замка. Одно из зданий отеля находится в отреставрированной старой мельнице XIII века, а второй корпус отеля расположился в лазарете XIV века. Замковой больницы для рыцарей, вернувшихся с крестовых походов. Очаровательную атмосферу этого места создает ручей Струга Торунска, протекающий вдоль стен отеля, и красивый сад с пышной растительностью и характерным плющом, окружающим стены.
Что это за памятник? Андрей, что это за памятник? Недалеко от замка находится необычный кукольный театр в виде шкафа или тумбы. Скорее всего, комода. Интересная задумка. Детский театр и должен быть таким, с задоринкой. Это театр Бая Поморского в Торуне. Сажаешь козу, там запрягаешься и готово. Это тут ратуша, наверное, чи не? То коні туди ж не могли. О том, что Торунь был образован из двух городов, свидетельствуют две рыночные площади. Староместскую площадь я вам показала уже в первой части видео о Торуне. А вот Новоместская рыночная площадь. Костел Святой Троицы. Евангелическая церковь, расположенная в Торуне. В 17 веке на этом месте находилась новая ратуша. После слияния старого и нового города в 1454 году новая ратуша утратила свое значение, и в 1667 году она была преобразована в Евангелическую церковь Святой Троицы. На улицах города можно встретить много необычных и простых памятников. Вот торуньская торговка с весами, гусем, корзиной с яйцами сидит на одной из скамеек на Новоместской площади, перед бывшей протестантской церковью. Скульптура торуньской пряничной торговки с корзиной, полной торуньских пряников. Каторжины. В Торуне вообще обнаглела. Лучше даже, чем Вроцлав, Краков. Варшава. Ну глянь, вообще, як Прага, щось таке. Дуже красиво. І ще класно тим, що воно вместе все таке скупчено. Главная пешеходная улица широкая, вполне оправдывает свое название. Она действительно самая просторная и многолюдная. Магазины, кофейни, бары, сувенирные лавки – все это здесь далеко ходить не надо. А музыка уличных музыкантов придает ей определенный шарм. Музей торуньского пряника тоже закрыт. Локдаун. Работает только магазин с пряниками. Статуэтки на фасадах зданий придают городу магический сказочный вид. В Торуне можно попробовать пряничное пиво. Варит его в пивоварне-ресторане Ян Ольбрахт. Ян Ольбрахт – это польский король, который как-то приехал в Торунь и преждевременно скончался прямо в королевском зале местной ратуши. Начался дождь. Начался дождик. Так выглядит рыночная площадь в дождь. Что, проголодался? Конечно. Голодный? Замерз? Нет. Покушаешь и будешь добрый? Сейчас добро. Ну, как обычно. По кебабу. Факир? Он самый. О, булочка. Ого. Ты не лопнешь? Ого. 3 кіла? 3 кілограма?
Так оце я тільки похудав, зараз буду восполняти. А ну пробуй, який вкус. Вони, виходить, різні. А ну, Настя. А Настя аж 2. У нас- за хеп-кебаб. У нас середній, а у вас трошки менше. Андрей, а у тебя покажи-ка. Такой, как у папы? Килограмма 4. Вовремя дождь начался, да? Пора перекусить. Ну, приятного аппетита. Взаємно. Взаємно. Який вкус? Вкусний. Лучше, ніж пончик від Чистохова. Вот, кебабчик. Вкусно. Дождь, дождь. Долина мечты – очаровательный парк, расположенный в центре Таруни. Занимает площадь около 17 гектар. Долина грез расположена на месте бывшего барочного бастиона 17 века старого Таруни. Ручей Струга-Таруньска, протекающий в живописной местности, с небольшим озером на нем. Это один из 2 устьев реки Струги, которая затем впадает в реку Висла. Что, классная солнечная погодка. Классная погодка, Андрей. Солнце светит только так. Я видео снимаю. В центральной части долины установлены большие сферические солнечные часы, установленные по случаю года Коперника в 1973 году. Сфера диаметром 3,5 метра выложена гранитно-базальтовыми кубами с нумерацией часов от 6 до 18. Во время дождя время проверить по этим часам, к сожалению, не удастся. Памятник Юзефу Пилсудскому. Ну как, классно гулять под дождем? Да, класно. Мені і не дуже холодно, в ноги тільки чуть-чуть дує вітер. Я би хотіла в такому городі жити. Да. Прям город мечти. А как же ж Вроцлав? Да. То и Вроцлав по сравнению с Торонем. А в дождь город по-другому выглядит? Ну, уже не так весело, но все равно дуже интересно. Как путешествие? Да, Торонь дуже сподобався. Я його ставлю на друге місце після Гданська. Гданськ, Торонь, потім, мабуть, Вроцлав, Краков. Дуже класний город. Красивий. Топ от Макса номер 2. Ну так, да, бо я не був в Гданську, я б його поставив на перше місце. А в мене Торонь на першому місці. Тепер мій город мечти. Даже лучше, ніж Вроцлав. Очень красивый и уютный город, хоть и небольшой. Мне очень понравился. Супер. А тобі, мам? Мам, що ти скажеш про
Торонь красивый город. Маленький, яркий, много красивой архитектуры. Посмотрели на дом, где родился Николай Коперник. Много интересных статуй. Заметили еще много часов по городу. Не выспалась? Я тільки проснулась. В общем, наша поездка удалась. Погода была хорошая, яркая, солнечная, теплая. Но с обеда начался дождь, и мы не успели показать красивые парки и природу в городе. Но, надеюсь, мы еще вернемся. Папа, ты нас еще привезешь сюда? Хотелось бы приехать. Ну все, до новых встреч. Пока. Торунь нас покорил. И за один день посмотреть все достопримечательности и насладиться ним не удастся. Мы обязательно еще сюда вернемся. И вам советуем тут побывать. Ждем ваших советов, куда нам отправиться в следующий раз. До новых встреч!